Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Всем привет! Как ваши дела? Надеюсь, что у вас все хорошо и вы отлично провели рождественские каникулы. Перед тем, как начать сегодняшний выпуск, небольшой офф-топ. У нашего подкаста немного сменилось название. Теперь он называется The Russian Flow. Небольшой ребрендинг, добавился только артикль the. Также у нашего подкаста есть теперь и свой сайт therussianflow.com. Там вы можете найти транскрипции всех эпизодов. Также я постараюсь делать небольшие словарики после каждого выпуска. Ну что, с вводной частью разобрались, теперь переходим к теме сегодняшнего эпизода. А поговорить я сегодня хочу о русском мате и о том, почему русские так часто матерятся. Это тот стереотип, который я не раз слышал и от иностранцев, и даже от своих сограждан. И знаете, у меня на этот счет сформировалось свое мнение, с которым мне бы хотелось сегодня с вами поделиться. Вы готовы? Тогда начинаем. И начать я хочу с непосредственно стереотипа о том, что русские очень часто матерятся. Большую роль в популярности этого стереотипа, как мне кажется, сыграла массовая культура. Почему-то в Европе и США почти все кинорежиссеры думают, что в России люди только пьют водку, играют на балалайке и постоянно матерятся. Конечно, в каждом стереотипе есть доля правды, но конкретно в случае мата я думаю, что это не совсем верное мнение. Я изучил много исследований по вопросу, в какой же стране люди чаще всего ругаются матом, и знаете, что оказалось? Что единого ответа на этот вопрос нет. В одних исследованиях лидируют австралийцы, в других англичане, в-третьих, поляки. Так что однозначно сказать, что больше всего матерятся в России, нельзя. Исследования это никак не подтверждают. Так почему же, спросите меня вы, все думают, что именно в России больше всего матершинников? Матершинник — это человек, который часто ругается матом. Еще можно сказать браниться или нецензурно выражаться. Это то же самое, что и материться. Так вот, почему же нас считают такими матершинниками? Я думаю, что причина в уникальности русского мата. Мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что ни в одном языке мира нельзя использовать мат так пластично и многогранно, как в русском. В русском языке мат — это часть предложения, это самостоятельное слово, это в своем роде грамматическая конструкция. Русский мат очень сильно встроен в наш язык. Русский мат, я бы даже сказал, это наш культурный код. Поэтому если без слова на букву F можно представить английский язык, то вот без некоторых матов русский язык был бы попросту невозможен. И вот здесь я подхожу к одной интересной, но в то же время спорной мысли. Многие думают, что русские часто используют маты, потому что они злые или потому что они грубые. Но мне кажется, что причина немного в другом. Во всем мире есть злые и грубые люди. Дело не в этом. Просто в России зачастую мат используется как таблетка от боли. Представьте, что у вас болит голова. Вы идете к врачу, врач назначает вам лекарство, вы принимаете таблетку, и голова больше не болит. То же самое происходит и с матом. Человек, у которого что-то нехорошее происходит в жизни, выругается, и ему станет немножко,
но легче. И так как в постсоветских странах по типу Беларуси, России, Украины ходить к психологу долгое время было не принято, многие люди привыкли справляться со стрессом по-своему. Мат тоже стал своего рода лекарством от стресса. Допустим, у вас сломалась машина, и вы опаздываете на работу. Какова будет ваша первая реакция? Я не думаю, что первое, что придет вам в голову, будут стихи Киплинга. Ругнуться матом кажется самым простым и очевидным вариантом. Но почему так происходит? Давайте разбираться. Я немного поискал и нашел одну очень интересную научную статью, о которой я сейчас вам расскажу. Не переживайте, никаких научных терминов, все довольно просто. Смотрите, один профессор из Великобритании, которого звали Ричард Стивенс, провел эксперимент. Он нашел людей, которые были согласны на участие в его эксперименте. Он нашел добровольцев. Скорее всего, это были его студенты, и у них просто не было выбора. Ладно, это я так шучу. Хорошо, так вот, он просил этих студентов опустить руку в очень холодную воду, даже ледяную воду. И знаете, что произошло? Люди, которые ругались матом, могли продержать руку в ледяной воде на 30-40 секунд дольше людей, которые матом не ругались. Фантастика, правда? Как это все работает? Простыми словами, ученые думают, что мат запускает в нашем организме сложный механизм. Этот механизм связан с частью мозга, которая отвечает за эмоции, особенно за страх и агрессию. Она называется миндалина. И вот, когда мы ругаемся, в кровь поступают такие гормоны, которые заглушают страх и делают боль слабее. То есть в этом случае мат выступает как обезболивающее. Мы, кстати, разбирали это слово в предыдущем выпуске подкаста. Кто не помнит, это такое вещество, такое лекарство, которое уменьшает боль. Так вот, поэтому, когда мы ругаемся, нам становится немного легче. Сама наука это подтверждает. Немного ранее мы говорили о причинах, почему русские так много ругаются матом. И одной из них была трудная жизнь. Так вот, когда в жизни очень много стресса и проблем, мы все чаще и чаще используем мат, чтобы облегчить боль. И в таком случае мат становится обезболивающим, который люди используют очень часто. Поэтому и кажется, что русские постоянно ругаются матом. Это дешевый и, главное, быстрый способ выпустить пар. Выпустить пар– это как снять стресс или облегчить боль. И каждый выпускает пар по-разному. Кто-то идет к психологу, чтобы поговорить о проблемах, кто-то пьет алкоголь, чтобы снять напряжение, а кто-то просто матерится. Кстати, особенно часто матом ругаются люди, которые находятся в тяжелых условиях. Например, у нас очень популярное мнение, что больше всего матерятся строители. И в этом нет ничего странного. У них очень тяжелая работа, и чтобы сделать ее чуть легче, они используют мат чаще, чем люди других профессий. Кстати, если вы строитель, дайте знать, ругаетесь ли вы матом на работе, а мы пока переходим к следующей части эпизода. Что касается лично меня, то я стараюсь не ругаться матом и следить за тем, что я говорю. Мне кажется, что много ругаться матом попросту глупо и некрасиво. Для меня человек, который много ругается матом, становится немного противен. Я искренне считаю, что ругаться матом постоянно делает тебя глупее.
Когда ты используешь мат в своей речи, это значит, что у тебя просто не хватает слов для самовыражения. Для меня материться без повода и без — это как загрязнять воздух своим негативом. Плюс, когда ты часто ругаешься матом, это не помогает справляться со стрессом. Наоборот, мат становится просто фоновым шумом, на который ты уже даже не обращаешь никакого внимания. Но я же тоже живой человек. И у меня бывают моменты, когда я могу ругнуться и даже не один раз. Например, на своей основной работе я частенько оказываюсь в стрессовых ситуациях, поэтому иногда и я могу выругаться, чтобы стало чуточку легче. Ну или когда я бьюсь головой об открытую дверцу шкафа, или когда я бьюсь мизинцем о диван или о стул. Мизинцем, кстати, в русском языке мы называем самый маленький палец на ноге. Так вот, я думаю, что все эти ситуации, они универсальны для любой страны, и каждый из вас когда-нибудь ругался матом, когда ему было очень больно. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы раз или два выругаться, чтобы облегчить боль. В этом ничего страшного нет, но при этом меня раздражает, когда человек ругается матом по поводу и без, то есть ругается постоянно. И вот здесь мы подходим к еще одному очень важному пункту. Мне кажется, что образованный человек, интеллигентный человек, он, скорее всего, будет использовать мат редко. У образованного человека, человека, который учился в университете, большой словарный запас. И ему не нужно использовать матерные слова часто. Он и так знает много других слов и будет ими пользоваться больше, чем матами. А человек необразованный, он будет ругаться матами чаще, потому что он не читает хороших книг, не смотрит хорошие фильмы, не общается с умными людьми. И вот его словарный запас будет маленьким. Поэтому он будет заменять неизвестные ему слова на маты. Конечно, большую роль здесь играет и воспитание, и культура, и обстановка, в которой человек находится. Я просто хочу сказать, что не всегда человек необразованный будет ругаться матом, а человек образованный никогда не будет ругаться матом. Нет, люди бывают разными, но все-таки лучше расширять словарный запас, учиться новым словам, чтобы вас было приятнее слушать. Потому что человека, который говорит красиво, что ни говори, но хочется слушать. Он нам внушает доверие. А от человека, который постоянно ругается матом, хочется только отвернуться. Ну или прикрыть уши руками на крайний случай. И вот, незаметно мы подобрались к финальной части нашей беседы. Главное из того, что я хотел сказать, это то, что я не считаю русских какими-то уникальными матершинниками. Вовсе нет. Скорее уникален русский мат, но не люди. Ругаются матом в каждой стране. Просто в русском языке мат выполняет гораздо больше функций, чем в любом другом. Плюс, как я уже сказал, мат помогает нам не только передавать эмоции в разговоре, но и помогает снять боль, когда нам особенно тяжело или когда мы оказываемся в трудной ситуации. А так как русский человек очень любит страдать, то и матом приходится пользоваться чуть чаще. Ну и закрепился этот стереотип в массовой культуре, что русские очень много ругаются. Хотя это вовсе не так. Главный вопрос, который стоит себе задать, как часто стоит ругаться матом. Если вы ругаетесь матом только в моменты, когда этот мат необходим, то ничего страшного в этом нет.
Но если мат стал постоянной частью вашей речи, то лучше от него избавиться и стараться ругаться как можно меньше. Кстати, если вы хотите ругаться на русском языке, то я советую это делать уже на более поздних стадиях изучения языка. Когда вы чувствуете язык, то мат будет органичен в речи, а просто вставлять его в свою речь без причины будет как минимум глупо, но как максимум... Ладно, не будем о грустном. Ругаться можно, иногда даже нужно. Нашему мозгу и правда становится чуть легче. Но, как и с любым лекарством, здесь очень важна доза и уместность. А на этом все. Это была непростая, но, надеюсь, интересная для вас тема. Сегодня, к сожалению, без бонусной части, так как выпуск получился и так очень большим, не хочу вас больше мучить. А что вы думаете по поводу матерных слов? Ругаетесь ли вы матом на своем родном языке или даже на русском? Пишите ваше мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. До следующей недели, не болейте, всем пока!